Друзья, всем огромнейший привет! Сегодня будем делать самоделочку вот с такой вот медной трубочки. Она очень мягкая, поэтому ее и выбрал. Что получится, давайте посмотрим видео. Конечно, такие вещи уже есть на ютубе, но тем не менее сделаем в своем исполнении. Всем приятного просмотра. Поехали! Первым делом в тиски затянул трубу. Это у меня 32-я. Сейчас попробуем сделать один завиточек. Делаем аккуратно. Получается вот такая вот штука у нас. Лишнее сейчас отрежем. Ну, примерно получилось одинаково. Плюс-минус роли не сыграет. Теперь беру шуруповерт, вставил сверло двоечку и сейчас по центру просверлим отверстие. Вот получилось такое вот отверстие. Теперь мне понадобится вот такая вот баночка. Здесь металлическая крышка. Берем нашу спиральку. Отмечаем, где у нас будут отверстия. По центру сейчас сделаем два отверстия на 8. Так, зачистил я с двух сторон. Все это обязательно обезжириваем. Вставляем все в крышечку. Вот таким вот образом. Берем холодную сварку. И начинаем это все разминать. Размяли до однородной массы. Какая-то старенькая. То ли бракованная, непонятно. Слишком жесткая. Ну и теперь будем заделывать отверстия по кругу. В общем, вот так вот с двух сторон я заделал холодной сваркой. Ну, немножко, может, неаккуратно, но это главное, чтобы не пропускал. Теперь оставляем это все сохнуть. Из простого бинта сделал такие незамысловатые фитильки. Ну, не фитильки, это нам, чтобы подача была. И теперь я примерно сделал до сгиба, чтобы дальше не горел, не грелся, ну, не горел, в общем. Теперь нам все это нужно будет ставить. Вот, в общем, вот таким вот образом. Теперь берем спирт. У меня 90%. Сейчас покажу, если кому интересно, покупал в аптеке.
Называется асептолин. Это тот же спирт, просто добавлена химия, потому что не для наружного применения. Он 90%. Нам этого будет достаточно. Берем баночку, заливаем туда спиртику. И опускаем наши фитилечки. И закрываем все это дело. Сейчас оно промокнет, постоит чуть-чуть. Также нам понадобится крышечка. Но это от той же самой баночки, металлическая. Это нам для того, чтобы разжечь. Так, также капнем теперь в крышечку немного спирта. Все делаю с первого раза. Даже не знаю, получится, не получится. Но попробуем. И ставим теперь сюда. Так, капнули спирту, поджигаем теперь его. Вот, все загорелось. Теперь ждем, пока выйдет сейчас на нужную температуру. Так, уже появляется характерный звук. Горелочка выходит, а уже вон видно даже пламя. Сейчас мы уберем вот эту, которая разжигает. Во! Слушайте, ну горит классно прям. Сейчас попробуем затушить. Берем палочку обычную и затушили. Теперь пробуем разжечь. Все обратно разгорается. Прям класс. Так, взял я обрезок от сваи. Сейчас поставим его вот так вот. И набрал водички. Попробуем, сможет ли у нас нагреть. Горит, конечно, знатно. Прям пламя очень хорошее. Сейчас, наверное, поставлю на ускоренное. И уже посмотрим. Друзья, в общем, как видим, вода закипает. Температуры, видимо, достаточно. Сейчас попробуем убрать. Горелочка наша так и горит. Я думаю, получилось прикольно на быструю руку. О, еще горит и горит. Тут еще спирту целая куча. Я думаю, получилась классная горелочка. Спиртовочка. Делается за 5 минут. Всем, кому понравился данный ролик, можете поставить палец вверх. Кому не понравился, сами знаете, что. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Ну и до новых встреч. Пока-пока.